Первый день гонки начался с 5 часов утра пасмурной погоды и волнительной обстановки. Многие гонщики не спали ночью от волнения, потому что все готовились к чему-то большому. Все помнили главное правило Романьяка прошлых лет – финишировать должны только 40%. И никто не хотел попасть в те самые 60% гонщиков, которые не смогли приехать к заветной арке. Впереди всех ждала своя история, свой Романьяк 2021 года. В третьей части нашего фильма про Романьяк мы хотим показать вам не только участников. Кстати, те, кто катает, очень внимательно следите за техникой и не мотайте видео. Мы специально смонтировали видос таким образом, чтобы вы могли не только насладиться красивой картинкой, но и подметить некоторые моменты, хозяйки на заметку. А еще хотим вам показать маленькие истории людей прямо на самом треке. Как нам удавалось им помогать и быть рядом в трудную минуту. Приятного вам просмотра, друзья! Доброе утро, спортсмены! Второй день на Романьяке и первый гоночный день, который сегодня должен показать, кто на что способен. Вчера был достаточно легкий пролог, который проехали все и, знаете, такое кривили лицом, что типа фигня. Сегодня мы находимся на первом подъеме, если честно, стоять даже на нем сложно. Когда ты подъезжаешь к нему и смотришь, ты понимаешь, что это капздец. Как сюда можно заехать, я не представляю. Сейчас время в районе 6 часов утра, и мы начинаем, ребяточки, подбодрите нас лайком, конечно, не забывайте про комментарии. Работают для вас Кирилл, Павел, Олег и Юра. Мы начинаем. Мишаня, привет! Давай, давай! Внимание, друзья! В эти выходные пройдет двухдневный мастер-класс вместе с Артемом Кунцевичем, и мы вас приглашаем на него. Я приеду в Москву к своим друзьям с канала Все в Эндуро, Паша, Кирюха, где мы совместно с этими ребятами проведем крутейшую тренировку. Будет организован мастер-класс, я поделюсь всеми секретами, расскажу, как выиграть Румынию на китайском мотоцикле. Все, кто умеет, кто не умеет, кто хочет уметь. Я буду рад видеть каждого из вас. Есть прокатные мотоциклы, есть все для того, чтобы вы получили удовольствие, а главное, есть Артем Кунцевич, который поможет абсолютно всем повысить свой скилл. Будь ты хорошо ездящий супер ракета, либо ты просто новичок и только начинаешь свой путь. Неважно, какой твой мотоцикл, неважно, как ты умеешь ездить, собирайся, приезжай, а если вдруг у тебя нет мотоцикла, то у нас есть прокат. Все, больше не отвлекаю вас. Спасибо большое, что смотрите канал Все в Эндуро. Не забывайте про лайки, комментарии. Для нас это очень важно. Ждем вас на мастер-класс. Продолжаем смотреть Романьяк. Итак, старт первого дня. Через мост, арка. Все проходят регистрацию. В самом начале подъезжают на мотоциклах и стартуют на мост и дальше поехали. В гонку уже прямо сейчас. Стилизованный автомобиль Red Bull создает настроение. Достали колоночки, включили музыку, заряжающую, бодрящую, утреннюю. Наверное, чтобы ребята могли проснуться, так сказать, те, кто спит, потому что просыпаться нужно в 4 утра, в 5 утра, чтобы добраться до сюда, успеть зарегистрироваться. В 5 утра начинают выдавать навигаторы. Старт очень ранний, скорее всего это сделано из-за трафика, который вот 30 километров нужно проехать, добраться до старта по асфальту, где-то по городу, чтобы утром без пробок все участники успели добраться. Ну и второй момент — это температура, жара. Утром не так жарко,
и тебе комфортно ехать. В обед уже становится здесь невыносимо жарко, по крайней мере в этом году, выше плюс 35, душно, дышать нечем. Как в это время ехать на мотоцикле, ну, очень сложно на самом деле. Утро с самого верха. Ребята спускаются с верхней точки горы. Здесь их отмечает маршал о преодолении контрольной точки, и они едут дальше. Часто места сложные, вот такие вот горные, пересекаются дорогой, обычно она гравийная или даже асфальтированная, как в данном случае переходит в асфальт. Они какое-то время едут по асфальту, потом снова уходят в горы. Итак, спортсмены, мы находимся на одном из первых препятствий Red Bull Romanix в первый день настоящей гонки, не пролога. Вот здесь как раз игрушечки-то все и подзакончились сразу. Та самая история, когда вчера все говорили, что пролог это такая кисложопая фигня, ничего сложного. Вот, пожалуйста, ешьте. Организаторы специально выстраивают таким образом точки, чтобы репортеры, медиа могли видеть только этих ребят, все остальные для них пешеходы. Когда, друзья, находишься на таких соревнованиях, понимаешь, насколько важно все-таки умение управлять мотоциклом, понимать, чувствовать его. Посмотрите, как ловко, вообще прям на тоненького они вот управляют мотиком, чувствуют мотоцикл, регулируют его, понимают его. Вот эти переставочки, перекладочки, все это нужно учить, друзья. Нужно учить, уметь, знать, понимать, как это правильно с этим и что с этим делать. Потому что если ты здесь хоть раз упадешь, я думаю, что встать будет довольно тяжело, а исправить ситуацию еще тяжелее. Действительно, друзья, это мировая серия, и здесь нельзя быть который вышел покататься, просто прокатиться и потом сказать, знаете, все, я схожу. Нет, так не пойдет. При первом же таком подъеме вы понимаете, что сейчас там время по 6:30, и как бы весь день впереди, это вообще только, собственно, начало. Вот это понимаешь, что здесь нужно не только экономить силы, но и четко понимать, что ты делаешь.
Обратите внимание, каждый выбирает свою траекторию. На склоне есть несколько траекторий. Одна, например, слева, вторая справа. И знаете, какая интересная особенность? Вот у нас здесь действующий гонщик Олег Подлеснов. Знаете, наблюдать за ним одно удовольствие. Он уже присмотрелся к десяткам гонщиков, которые выбирают траекторию то одну, то другую. И сейчас, когда очередной гонщик приезжает и выбирает не ту траекторию, Олег качает головой и говорит: нет, нет, неправильно, надо было другую. Hello. Hello, Who are you? Enduro Life. Ah, okay. У каждого гонщика, который находится на треке, своя судьба и своя мотивация. Всех их движет примерно одни и те же чувства. Желание победить и, наверное, в первую очередь себя. Если мы встречали тех, кому нужна была наша помощь, мы жертвовали нашими делами всегда. Всегда все бросали, помогали и окунались вместе с гонщиком в его проблемы. Это маленькая история про одного австрийского гонщика Флориана и его шерку. Вот шерка, Надо помочь. которая сломалась. Напоминаю, вся сторонняя помощь запрещена. Помогать могут только гонщики гонщику. Но Давайте поможем, пацанам. мы же гонщики. Вот поэтому давайте помогать. Что случилось? Видимо, оторвалась цепь. То есть нету замка. Замок цепи разлетелся, цепь разорвала. И мало того, что ее разорвало, как мы все знаем, да, что, ну, может, не все знают, когда разрывается цепь, она закусывается в ведущей звезде. Бывает даже так, что ломается крышка сцепления или генератора, ну, куда она там упирается. Сейчас очень внимательно слежу за тем, как у ребят получается снять стопорное кольцо. Сейчас вот гонщики помогают со стороны. Don't break it, yeah? Точнее, фотографы. И все, кажется... Опа! Стоп! Стоп, я видел, куда улетело. Улетело стопорное кольцо. Видишь его? А, окей. А я не вижу. Заломила цепь очень сильно. Вообще, да. Ну что, пацаны, да, поможем. Что стоите? Помогите. Давай, толкните, помогите. О, молодцы. Молодцы, красавцы. О, да. Он подходит к
своим гонщикам, ну, я имею в виду гонщикам из класса Gold, останавливает их и что-то просит. Вероятно, у него нету с собой замка цепи, запасной замок цепи. И вот, ему дали, смотрите, он так бежит, он обрадовался. И вот это вот длится у нас уже на протяжении, наверное, минут 20-25. Мы спасаем Флориана на шерке. Спасать его начал Павлуха, я его позвал. Ну и, собственно, вот мы все это закрутилось. Да. Флориан. Вот, давай. Только не сломай ее, молотком можно сломать, аккуратненько. You're welcome. Австрия. Мужичок наш теперь, все, теперь крещеный будет. Еще одна маленькая и хрупкая история про удивительную девушку – Сандру Гомес, сестру Альфреда Гомеса. Это единственная девушка, которая едет Gold-класс и финиширует ее почти всегда. Мы будем регулярно встречать ее на треке, показывать вам, а точнее доказывать, что это не маркетинг, как многие считают, или пиар-ход. Она действительно едет на уровне топ-20 мира. И на ее примере можно сказать, что неважно, какой у тебя рост, вес, длина ног, если ты умеешь управлять мотоциклом, то все это становится не так важно. Ты красавица, молодец. Миша Гаврилов на треке, бегу снимать его, ох, как бегу! История с Мишей Гавриловым, единственным русским, который выступает уже третий год подряд в Gold-классе, заслуживает Оскара, друзья. Миша, кстати, именно он сейчас на вашем видео, к сожалению, не смог выйти на пролог в первый день, потому что у него своровали мотоцикл. Да-да, вы не ошиблись, именно своровали. Все были просто в шоке. Мотоцикл украли прямо со двора дома, где он жил. Мише очень повезло, мотоцикл уже к вечеру нашла полиция. Правда, без наклеек и со стертой покрышкой. Поэтому то, что Миша сейчас вышел на старт, это уже великолепная новость. Мишаня, привет! Давай, давай! Мишу мы будем встречать регулярно, подкармливать его сникерсами и водичкой, поднимать ему настроение, помогать, пока никто не видит. Конечно, очень приятно, когда вот твой родной, с родного Геленджика парень, вот тут, среди всяких суперзвезд, едет, кстати, не сильно хуже, чем они. Голдовый подъем прямо за моей спиной. В зарослях не видно, но там есть разметка и вверху ворота. Сейчас я туда полезу, чтобы встретить гонщиков. Еще ни один гонщик из класса Gold не приехал сюда. Люди собираются, зрители, ждем гонщиков. Вот нашли тропу с лентами, где они поедут. Угол какой-то запредельный, но усложняется даже не остротой угла, а рельеф сам
Камни все время под углом, корни под наклоном и грунт сырой. Начинается действие, все зашевелились, смотрите, началось движение. Ирина прям сразу почувствовала, еще буквально за несколько секунд до появления. И мы сейчас посмотрим, кто же это, кто первый сюда приедет. Да. Да, говорит. Увидим. Увидим. Вот, тоже русский язык понимаешь, да? Естественно. Ты откуда? От Болгарии. А, с Болгарии, отлично. Ребята, это Альфредо Гомес, он первым приехал, посмотрим, через сколько приедет второй гонщик, и кто это будет. Так, а вот и второй, он уже на подходе. Вэдди Янг выбирает немножечко другую траекторию. Так, там кто-то на Шерка едет, либо Вейд Янг, либо Марио Рома. Начинает толкать мотоцикл. Ой, привет, спортсмены, прошу прощения, что прервал это прекрасное видео, но у меня для вас есть очень важное заявление. Формула X в огромнейшем торговом центре, который посвящен исключительно оффроуду и эндуро, находящийся в Москве, открыли КТМ. Да, КТМ, Husqvarna,
все эти огромные бренды и китайские мотоциклы тоже присутствуют теперь в Формуле X. Парни, если вам нужна экипировка, мотоцикл или вообще все, что угодно, вы хотите посетить его как музей, вы приходите в Формулу X, потому что это огромная территория, 4 этажа, сколько-то там футбольных полей, все для того, чтобы вы могли приехать, посмотреть, выбрать, купить, погулять, показать своим друзьям, девушке. Вам огромное спасибо за то, что посмотрели эту очень важную рекламу для нас, а мы продолжаем это прекрасное видео. Мой номер. Теодор Кабахчин, Болгария. Третий идет, красава. Друзья, сейчас я нахожусь в локации, и мне понятно, почему эта гонка называется «Вертикальное безумие». Это просто какое-то скалолазание с мотоциклами. Люди здесь не едут, толкают, тащат эти мотоциклы. Ну и, кстати, говорят, что нельзя помогать в этой гонке зрителям, но все равно помогают, все равно тащат, потому что некоторые гонщики голд-класса просто не могут физически проехать. Вообще этот участок, здесь здоровые ступени. А сейчас ты меня спросишь, ну а где ребят? Где гонщики Avantis? Где все? А я тебе отвечу. К сожалению, организаторы не считают важным и нужным отмечать точки на карте класса ниже Silver. Они считают, что на треке там нечего снимать, кроме скоростных участков. Ну а если верить участникам, которые говорят о том, что они едут не ниже 5-й передачи в своих классах, то становится понятно, что организаторы не лукавят. This way, come this way. Drop it. Здесь подъем и угол такой остроты, что любое навешанное на него средства защиты, такие там как гарды, вот эти утяжелители или ковш, который собирает в себя кучу грязи и листвы, будет через какое-то время тебе казаться не просто там пару килограммовой вещью, которая добавила на мотоцикл твоего веса, а, наверное, 20-килограммовый. И вообще не представляю, как этим тяжелым мотоциклом здесь на подобном рельефе управлять.
Находимся на сервис-понте, это первый день гонки и второй, как бы, день участия. И тут случайно встретили нашего товарища Дмитрия Дайсона. Димон, ну рассказывай, как тебе, как ощущения от гонки? Отличное ощущение. До первого сервис-поинта мы ехали прям в десяточку, двоих обогнали и прям классно рубились не помню, как зовут из Авантиса, гонщик, который был после меня в прологе. Офигенная была заруба. После сервис-поинта выехали, я слетел в кювет и все, 30 минут на дороге. Тяжело ехать? Ехать нормально, но если делаешь ошибку, очень тяжело остановиться, потому что жарко. Вот в том классе, где ты сейчас участвуешь, как он называется? Айрон. Айрон. Это кросс-кантри, Прям по мне штанишки, да. Это вот прям... Ну, то есть это не сложно, быстренько и такое все, да? Это не сложно, но утомительно. То есть нету никакой жести, все время едешь, но из-за того, что это все время долго и быстро, ну, то есть, если ход быстрый, реально устаешь. Одна ошибка, она меня выбесила, я восстанавливался минут 30 точно. Охренеть, мотик нормально себя ведет? Да, вполне. Ну ладно, мы тебе желаем удачи, давай, дружище, лупи и будь аккуратен. Заправка. Гонщики приезжают на ковре, либо на одном, либо на втором, нужно заправиться. С правой стороны у нас бензин чистый, с левой стороны разбавленный бензин с маслом для 2Т. Прежде чем сюда заехать, посмотрите, ребят омывают, промывают им ноги, очищают, чтобы здесь не было грязи, не разводить эту большую сильную грязь. Что-то говорят мне по-румынски, говорят: давай, молодец, красавчик, что снимаешь, походу что-то вот в этом духе. Здесь существует специальная ванна, гляньте, в нее наливают какую-то красную жидкость, антифриз, скорее всего. Похоже на... Ну нет, конечно, это не антифриз, какая-то очищающая. Омывают мотоботы и дальше фуйл. С бензином, без масла, чистый бензин, с маслом бензин для 2Т. Заправляют, здесь же стоит у нас огнетушитель на всякий случай, дают гонщику воды. На выезде из этого сервис-поинта можно... вот, смотри, мы поймали Диму Зума с 666 номером. Димон молодец, пробрался через все сложности и борется за финиш на Романьяке. Не стал менять очки, но здесь есть такая история, можно поменять очки старые на новые. И вот, change, please. Смотрите, у меня оказались с собой очки, и мне их вот поменяли вот на такие вот новенькие, абсолютно новые очки. И каждый это делает, смотрите, сдает свои старые, получает новые. Ребята, вы на канале Все в Эндуро, мы продолжаем наши репортажи. Сейчас мы прошли небольшой сервис-поинт и отправляемся дальше снимать для вас гонку, показывать вам все самое интересное. И что-то Павлуха хочет сказать. Ну, старые очки не выкидываются, тебе не дают их взамен. Я думал взамен. Нет. Это ты свои очки сдаешь на сервис. На обслуживание. Да, посмотрите, их там замачивают в ванне. Ну, в таком вот. Да. С жидкостью. Вот они все, вот мои, видишь, туда пошли. А потом вот сушилка для очков. А видите? это? Вот, обратите внимание, сушилка для очков. А это, смотрите, да. А здесь их вот так вот упаковывают. Нет, это новые. Это новые очки, которые даются взамен, пока твои очки находятся на обслуживании. А потом в конце гонки ты приходишь и забираешь свои высушенные и помытые очки. Странные, что-то не разобрались. Я думаю, что их просто меняют и все, но, ну, может быть и так, конечно. Да. А зачем тогда их сушат? Не знаю. Что?
хочется вот так сказать. Как это они делают? Ну, я не знаю. То есть получается вот эти вот, что мы сейчас видим, что все-таки нужны мотокроссовые навыки, прыжки в эндуро. И вот в таком вот месте, где нужно сразу после прыжка открыться изо всех сил и уехать, потому что здесь каменный такой, да он еще и немножечко скользкий, такой сыроватый грунт. И нужно резко уйти наверх, и там еще с поворотом по корням и по камням заскочить на такую небольшую полочку. Если это делать с места, ну, не факт, что хватит разгона. Хотя мы знаем, что несколько человек делали это без прыжка, и, значит, они с этого места стартовали снизу, но смогли заехать. Знакомые ступеньки, водопады, все это мы проходили еще в Геленджике на гонке 100% эндуро. Здесь тоже это присутствует и в достаточно большом объеме. Посмотри, вот так это выглядит. Ну, это, знаешь как, может это выглядит на камеру не очень хорошо, ну, типа по-кисложопому, но вот то, как это выглядит вживую, ребята, это охренеть. А в особенности, как выглядит потом подъем. Сейчас я вам буду показывать, как они здесь едут. И буду показывать вам, ребят, подъем. Давайте, ребята, немножко поговорим. Знаете, я тут, пока мы занимались съемкой, вот о чем подумал. О том, что огромное количество действительно в Европе людей, умеющих ездить. Ездят они прекрасно. И это прям, вот знаете, значительно отличается от нашего уровня езды. Даже там сегодня на трассе я встретил 60-летнего деда, который ехал очень изи. Они и мы очень долго, знаешь, пока там доезжаем от точки съемки к другой точке съемки, много идем пешком, чтобы снять все это. Мы долго на эту тему размышляем, и вдруг мы поняли и пришли примерно к одному и тому же выводу. Они очень четко и много тренируются. Много тренируются. Работает с сцеплением, очень хорошо чувствует мотоцикл, чувствует, как работает мотор, все прекрасно понимаем, и вот этих соплей с кисложопых, типа это бета или это TPI, здесь вообще нет. Вообще прям изи все. Какой мотик ты ему не дай, он везде поедет. Вот вам доказательство Полтарес, который проедет, надеюсь, проедет в Румынию на 700-й Yamaha Tenere. И, конечно, ребята, это говорит о том, что надо больше тренироваться. Надо не придумывать себе спорт, а тренироваться в кайф. Тренить нужно. Но тренить нужно не ради медали или чтобы быть супер крутым первым чемпионом в мире на свете. Потому что как только ты попадаешь на такого рода европейские соревнования, ты понимаешь, что, нет, это невозможно. Ты не сможешь потратить ни времени, ни денег, ни ресурсов столько, чтобы ехать в первой десятке. Понимаешь? Вот Миша Гаврилов, он много тратит своих ресурсов, много тратит возможностей и упускает, наверное, другие какие-то свои дела, вероятно, потому что он тренируется. И Миша едет в голд-классе. Да, он много старается и много для этого делает, чтобы там ехать. Но, парни, быть объективным, он уникален. Он один такой. Ну, может быть, еще кто-то вылезет в этот голд-класс. И все. И больше никого, больше. Поэтому, ребята, кайфуйте, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Даже сидя на диване и смотря канал Все в Эндуро. И, кстати, помните, все, кто смотрит канал Все в Эндуро и ставит лайки и пишет нормальные комментарии, а не говнится, тот автоматически подкачивает свой скилл.
Да, ты можешь сказать, что и так кучу видео в интернете от европейских каналов про романьяк, где показывают топ. Но на это я тебе отвечу, что мы были там и снимали с тех ракурсов, где не был ни один журналист Red Bull TV. Короче, пока бежал за этим чуваком, устал вообще, блин, сам взмок. Сандра Гомес. А это Сандра Гомес. Вот она. Девушка, которая рубится наравне с парнями. Хотя ее пропускали, говорили, проезжай. Она говорит, нет, давай ты проедь вперед, я за тобой. Сложность в том, что нужно... Вот Сандра поехала. Вилкова. Леху. Смотрите, что творит. Сандра, you help. Okay. I got it. I got it. Okay. Okay. You can do it. You norm? Силы на исходе. Еще чуть-чуть. Я не знаю, как они едут 7 часов.
минут. Весь водил, смотрите, что творится. Очень душно, очень жарко. Да? Привет, привет. Говорит, надо помочь. Давай, сейчас поможем. Опа. I maybe try one again, and then if I fail, help me there. Окей. Ни хрена не понял, но эндуро язык, в принципе, переводится без слов. Кидай, кидай, блядь. Кидай. Ломай его! Куплю КТМ с самовывозом. А вот почему вы ездите по загранице. Можно попить, да? Тут? О. Парни, но возвращаются все, знаете, такими мешками. Вот прям они сидят на мотике, вот как мешки с картошкой. Ну прям не очень. Вот так нельзя пересекать арку Red Bull. О, красавчик! Молодец! Смотрите, сколько эмоций на этом лице. Really hell. Really hell. Really hell. No. Yeah. Why? You crazy. Crazy. Тумач, говорит, это невозможно, да? Оказывается, финишный створ вот этими плитами, но у некоторых тоже вызывает непреодолимое препятствие, и людям очень тяжело, посмотрите. Окей, наконец-то справился. Ну что, Володь, можно тебя поздравить. У вас сегодня отличные результаты, в отличие от вчерашнего дня. Но были переживания в течение дня. Я знаю, что один из ваших гонщиков забыл навигацию и приехал вообще пустым, опоздав на старт на 40 минут. Опять минус по организации. И второй, я знаю, что вот Замир очень много опять плутал. Видимо, проблемы с навигацией не проходят, но приехал 12-м. Давай, рассказывай общую картину. Вижу на твоем лице возмущение. Давай, рассказывай. Да никто не плутал, хватит тебе. Замир приехал, все нормально по треку. Он шел, у нас же трекеры стояли, мы у Миши Минькова взяли трекеры, и все отслеживалось. Замир шел по треку нормально. Он с 64-й позиции на 13-ю или на 12-ю переместился. Вот. Но по пути он пробил радиатор веткой.
И, соответственно, ветка эта вышла насквозь и еще поломала 3 лопасти у вентилятора. Все это на сервис-поинте в рамках вот этого времени 20 минут ребята все починили. И он уже отправился по треку, опять же, на исправном мотоцикле. Каким он приехал? 12-й. Давай, рассказывай, кто каким приехал. Георгий Иванов приехал 3-м. Класс. Класс Iron. Давайте класс Iron берем, допустим. Георгий Иванов приехал 3-м. Потом Артем Неграшов 6-й. 7-й Андрей Рябошкапов, он же Ить. Потом у нас... Кто у нас потом еще шел? 9-й Шамиль Магомедов и 12-й Замир Джамбулатов. Ну а что, Ромы Бурундука у вас нет, что ли, в команде? Рома Бурундук, он ехал в классе Атом, он финишировал 6-м из своего класса. Значит, а в бронзе у нас Александр Лабутин 46-й, Артем 42-й, а Артем Кунцевич 6-й. Короче, сегодня компания Avantis со своей спортивной командой поджала всем европейцам хвосты и вошла в первую десятку почти по всем участникам команды. Да, абсолютно верно, но такой задачи не стояло. Да, мы понимаем, но, знаешь, как улыбка на твоем лице, оно не сходит. Ребята, давайте вместе поздравим ребята, это действительно так. А вот как Зум проехал? Дмитрий либо 46-й, либо 48-й в Айроне. Он где-то упал в какой-то обрыв и очень долго оттуда выбирался, потратил много сил. Ну, это я узнал только по его сторис в Инстаграм. Подсматриваешь, да? Ну, конечно, как же, конкуренция. Ну, не конкуренция, а здесь-то все на войне одни и те же. Ну, подожди, это же соревнования, правильно? Соответственно, есть конкурирующие бренды, как вот, допустим, Шерка, Бетта, Газ-Газ, КТМ и Хускварна, они тоже между собой рубятся, правильно, за этот рынок. И мы также рубимся за этот рынок. День, друзья, первый гоночный день, второй день гонки подходит к концу, и мы сейчас находимся в лагере компании Avantis, как наглядный пример того, как правильно собираться на гонку. Сейчас, вот знаете, как гонщики все пошли спать, а ребята, механики просто здесь крутят огромное количество мотоциклов, но речь пока не об этом. Рядом со мной Володя Камушкин, который расскажет, чем эта гонка в 2021 году отличается от всех гонок, которые делал Red Bull. Ну, Red Bull никогда не видел столько китайских мотоциклов на гонке, особенно в десятке. В один из дней, точнее, со 2 на 3, все гонщики ночуют в лесу, в закрытом пространстве, куда не пускают ни СМИ, ни медиа и прочее. Мне кажется, вот поэтому и она и отличается. И, ну, это уникальное событие, которое... Это в первый раз за 17 лет. Да, это первый раз. Мы первый раз с такими котомками идем вообще на гонку. Как это вообще все будет? Расскажи. Ну как, мы, надеюсь, все туда доедем. У нас будут палаточки, спальники, пенки, тапочки там. Нет, тут самое важное, что нельзя чинить мотоциклы. Нельзя. Ну, нет, их чинить можно, но только тем, чем ты привез. То есть у тебя есть набор инструмента, у тебя есть какие-то запасные части, которые ты привез, и ты можешь их чинить. Никаких запасных частей в пакете, никаких инструментов дополнительных, никаких масел, никаких, ничего, чего у тебя не было на мотоцикле. Смена резины тоже запрещена для нижних классов, а для серебра и голда на сервис-поинте им разрешили поменять завтра. Подготовили ребят по максимуму. Можешь поднять и показать зрителям этот? Значит, смотрите, вот такой мешок, он достаточно тяжелый. Здесь вот лежат уже, вы видите, там личные вещи ребят, и плюс еще мы для них подготовили какую вещь. Значит, поскольку мы надеемся все-таки на то, что наши все ребята доедут до бивуака и ни у кого не будет схода, мы мотоциклы также сегодня подготовили очень хорошо, как и до этого. И мы положили им по одной палатке на 2 человека, двухспальные палатки, рассчитывая на то, что в одной палатке вдвоем будет теплее спать все-таки. Вот, потому что сейчас ночью все-таки не сильно тепло, прям, до 16 градусов, до 14 доходит температура. Значит, также мы приобрели для них раскладушки мобильные в Декатлоне, спальные мешки. Потом на каждого у нас идет вот такой вот армейский сухпай.
Вот, ну, учитывая религиозные убеждения наших ребят, ну, Шамиль Магомедов у нас мусульманин, свинину не кушает, поэтому там состав этого сухпайка без свинины. Вот, значит, что у нас еще? Туалетная бумага, плюс личные вещи, в чем они там будут ходить, ну, когда снимут экипировку, чистый комплект экипировки новый. У нас, получается, мы на каждый день приготовили ребятам по комплекту экипировки. Ну, это форма. Ну, вот, кстати, я должен сказать, что она значительно отличается. Вот мы, когда работаем на треке, всегда видим твоих ребят и, собственно, машем. Ну, они, то есть, по экипировке они реально отличаются. Мне очень нравится экипировка, она яркая. А ее можно будет потом купить в магазине? Да, конечно, можно заказать. И на сайте avantsb.ru по контактам можно заказать такую экипировку, ее сошьют. В принципе, ну, не Avantis Racing Team будет, это все-таки командная экипировка такая, а просто будет Avantis экипировка. Ладно, продолжим за мешок. Значит, у каждого такой мешок. Кто их повезет на точку? Значит, сегодня мы должны в фуру отнести эти мешки, вот здесь вот в паддоке. Вот. И завтра уже эта фура отвезет все эти мешки, они все пронумерованы, соответственно, каждый потом возьмет свой номерной мешок и уже будет раскладывать палатку, раскладушку, спальный мешок, надувные подушки здесь также есть. Ну, то есть мы купили все необходимое для того, чтобы был комфортный сон. Все-таки ребятам прежде всего нужно и на биваке отдохнуть. Но с этим проблем не возникнет. Почему? Потому что все у нас пацаны простые, они, ну, не привыкли там к гостиницам каким-то, там еще что-то. Многие ходили в поход, ездили на рыбалку, ночевали также на природе в палатках. Особенно в Дагестане они вообще могут там просто в спальном мешке спать возле костра, чтобы их волки там не сожрали, чисто костер развели и все. Я вот прям разговаривал с ними, с ребятами, они, ну, как бы без проблем вообще находятся на природе и живут. Ну и как бы все остальные тоже. У нас там Андрей, он в армии служил, и тоже у него там условия были приближены такие к полевым. Также и другие, Артем Неграшов и Артем Кунцевич. Артем Кунцевич, он в автобусе, он, допустим, хоть у него оплачена гостиница, он здесь находится в автобусе, ему здесь комфортно. Да, я знаю эту историю. Давай теперь поговорим про... Ну, давай так, мы желаем тебе удачи и всей твоей команде, чтобы все прошло хорошо и ночевка была действительно крутой и фановой. Значит, буквально... Сегодня, каждый день в чате приходила информация, что мотоциклы выходили из строя. Расскажи нам правду. Что было сломано? Пожалуйста. У нас, смотрите, у Артема Кунцевича вчера немножко появился стук в двигателе. Вот. Мы посмотрели, думали, что все-таки это распредвал стучит, может быть, масло не поступает в головку. Открутили один болт, который маслоподающий. Проверили, что масло в головку поступает. Все остальные там моменты все в норме. Но сегодня он проехал гонку, он начал еще сильнее стучать. И я вспомнил, что был такой момент, когда гайка на коленвале с левой стороны, которая фиксирует звездочку привода ГРМ, вот она раскручивается, бывает. Мы вот как раз сняли левую крышку и вот именно этот косяк и обнаружили. Хорошо, мы успели все это вовремя сделать. Шпонку не срезала, ничего, закрутили на фиксаторе резьбы, потому что она без фиксатора сидела почему-то, хотя вот китайцы по своим вот этим нормам должны эту гайку сажать именно на фиксатор, потому что у нее ни контрящей шайбы нет, там ничего, просто это на фиксатор затягивается и все. Затянули эту гайку, проверили с правой стороны тоже такую же гайку, которая фиксирует обгонную муфту. Ну и все, в общем-то, мотоцикл перестал издавать мотор вот эти вот неприятные стуки. Заменили свечу зажигания, потому что тоже ее там прошило. Вот, потому что свеча стояла родная, накат уже 40 часов. Там Артем тренировался все-таки у себя в Беларуси и, ну, обкатывал мотоцикл. Вот, свечку пришлось заменить только сейчас. Вот, потом что? Всем ребятам мы поменяли тормозную жидкость, потому что у кого-то были вопросы. Она там завоздушивалась, закипала там или еще что-то. Мы залили матюль, опять же от нашего спонсора. Вот. Пропитали новые воздушные фильтры, всем новые фильтры установили, заменили у всех масло моторное, потому что на 2 дня нужно, чтобы масло было свежее именно сейчас, чтобы на 2 дня его хватило. В принципе, по пробегу это нормально, если сцепление сжечь никто не будет. Роман Курбатов сжег сцепление из-за того, что просто не следил за свободным ходом во время езды. Об этом ему уже рассказали, чтобы он уже завтра не повторял этих ошибок. Сцепление мы поменяли, все с ним нормально. Вот. У Саши Лабутина на масляном фильтре обнаружили остатки фрикционов. Вот. Ну,
Вскрыли сцепление все в идеале. Ну, просто предположили, что это в Геленджике, когда он родной еще сжег. Вот. Когда родной сжег, тогда его поменяли, но остатки еще остались. Сейчас они вымылись этим вот маслом свежим. У Замира Джамбулатова, ну, я говорил про радиатор, про вентилятор. Сейчас мы все это еще раз проверили, заменили антифриз, который мы залили автомобильный, обычный, невысокотемпературный, заменили на матюлевский высокотемпературный, который кипит только при 128 градусах. Заменили всем резину заднюю, Артему переднюю тоже поменяли, потому что он едет очень быстро, упорные повороты, и шашки вот у него боковые оторвались. Вот. Ну, как бы по результатам класса бронзы понятно, да, что Артем ехал очень быстро. Ну, для Авантиса быстро очень. У нас, допустим, из команды никто так быстро ездить не умеет, кроме Артема. Вот. Что еще мы сделали? Ну, поправили там лапки тормозные, там у кого-то там что-то согнулось, тросы, которые вот оборвались, там у Шамиля Магомедова трос, который фиксирует лапку тормоза, мы его восстановили. Ну, в общем, такие мелочи, не сильно там какие-то замороченные поломки. Все-то они доехали, они все там на ходу были, тормоза были, все, ну, просто обслужили, сделали все, чтобы завтра не возникало каких-либо проблем там на первом участке трассы до сервис-поинта. Ну, давай так, мы желаем тебе успеха, удачи, чтобы у вас все было хорошо, все было в порядке. Давай, идите ложитесь спать, а я здесь еще кое-что должен рассказать ребятам-зрителям. Ну, а тем временем, ребята, мне хочется поздравить еще наших русских парней, которые сегодня участвовали в первом дне гонки. Конечно же, это Дмитрий Тагиров, который стартовал со 122 места и приехал вторым в классе, по-моему, если не ошибаюсь, бронза. Да, и это действительно очень крутой и высокий результат. Сегодня, к сожалению, Михаил Гаврилов, который ехал, единственный наш представитель в классе Gold, не финишировал, не успел, не уложился в таймбар. Ну, мы работали сегодня на треке, прекрасно знаем, насколько тяжело и порой просто невозможно проехать эту трассу, потому что сегодня мы таскали и, наверное, половину этих спортсменов, а рядом с ними в этот момент бегали такие люди, которые показывали, помогать-то нельзя, бегали, показывали, куда и как нужно проезжать. Даже перед некоторыми утаптывали землю, покрытие специально для того, чтобы вот они так легко себя чувствовали. Да, вот в такие моменты понимаешь, что это профессиональные спортсмены, гонка серьезная, мировое соревнование в классе Gold. И то, что Миша едет, в принципе, в этом классе и там пытается как-то с этим делом бороться, это уже большой и высокий результат. Поэтому не списывайте. Миша очень высокий эксперт в вопросе, конечно, что касается управления мотиками. Но когда ты смотришь на то, как едет Сандра, эта девочка в классе Gold, что она вообще не допускает фактически никаких ошибок, то, конечно, становится немножко, ребята, на душе тошно. Тошно в том, что вот мы, вся такая большая страна, пытаемся как-то вот прорваться вперед, но мы понимаем, что пока это огромный разрыв, огромная совершенно яма между теми, кто катается в Европе по фану, и между теми, кто считает себя в России профессионалами. Мы заканчиваем на этой ноте. Надеюсь, что завтра мы получим первые места в одном из классов. Ребятам желаем успеха, от вас ждем комментариев, лайков, конечно же, позитива и хорошего настроения для наших гонщиков.